Сегодня 26 июля. Значит, мы сегодня обращались в Красногорский городской суд, и, к сожалению, там должны были получить ответ на жалобу, которую подавали 22 июля на имя председателя Красногорского суда. К сожалению, нам не отдали ответ на данную жалобу, вызвали приставов, которые меня, Резчикову Елизавету Альбертовну, заломили мне руки, уронили меня на пол, разорвали мне все документы, вышвырнули меня из суда. И теперь мы приехали в Следственный комитет города Красногорска в 16:45. Сейчас уже 18 часов 15 минут, то есть 1,5 часа мы здесь в ожидании, когда начнутся какие-то следственные действия, и никого нет. Практически все ушли домой, нас оставили здесь вот наедине сами с собой. Вот я, Резчикова Елизавета Альбертовна, вот мои документы все, которые разорвали. Вот. Нашего сына, Резчикова Артема Александровича, незаконно удерживают в СИЗО, там его избивают, выбили зубы. Мне, матери Резчиковой Елизавете Альбертовне, не дают свидания. Следователь Куприянов на протяжении 5 месяцев, который вел данное следствие, отказал во всех мне ходатайствах, чтобы я виделась с сыном, видно, покрывая, противоправные действия, которые были направлены на моего сына. Где сейчас мой сын находится, что с ним, я не знаю. В суде должны были провести судебное заседание, потому что 19 июля все документы попали в суд. В течение 8 часов они должны были вынести постановление по моему сыну, как того требовала экспертиза, выданная сербским институтом сербского. Экспертиза поступила в Следственный комитет 5 июля. 13 июля мы ознакомились с ней. Нас, потерпевшую сторону, не допускали до суда, и до сих пор мы там не были. И в суде, когда мы писали жалобы на имя Лавровой, председателя суда, она нам не дала ни одного ответа. И вот сегодня меня, Резчикову Елизавету Альбертовну, выкинули из зала суда приставы. Каким образом? Уронили меня на пол, вытаскивали, заламывали мне руки, разорвали все документы. И всему вот этому безобразию я считаю, что виновен Куприянов, следователь следственного отдела, который не вел должным образом следствие, а все основал на фальсификации, которые сейчас находятся в материалах уголовного дела и в том числе в суде.